Это всего лишь кофейный стол, простой, квадратный, почти безликий. Никаких замысловатых изгибов, резьбы или узоров. Он называется лак и стоит $9.99. И при этом считается инженерным шедевром. Когда IKEA впервые представила его в начале 80-х, он моментально изменил рынок. В ту эпоху, когда даже самый дешевый стол стоил в разы дороже, лак взорвал ожидания. Все благодаря одному радикальному решению – сделать столешницу из бумаги, точнее из сот. Внутри столешницы лак нет никакого дерева в классическом смысле. Только пустота, тонкий каркас из ДСП и легкая структура из переработанной бумаги, склеенной в сотовый узор. Такая конструкция весит в несколько раз меньше, чем массивная древесина, но при этом выдерживает вес, достаточный для повседневного использования. Благодаря этому стол можно легко перенести, унести домой самому, собрать за минуты и, главное, произвести за сущие копейки. Но как IKEA пришла к тому, чтобы сделать мебель почти из воздуха? Все началось с давления. Давление удерживать низкие цены. К 80-м IKEA уже активно выходила на международные рынки. Компания поняла, если хочешь быть по-настоящему массовым брендом, твоя продукция должна быть не просто дешевой, она должна быть самой дешевой в категории. Так родилась задача – сделать стол, дешевле которого ничего нельзя придумать. Команда дизайнеров перебирала десятки материалов, прежде чем нашла вдохновение в авиационной промышленности. Алюминиевые панели в самолетах уже десятилетия строились по принципу сотовой структуры – прочность без массы. IKEA решила использовать ту же идею, но вместо металла взять бумагу. Технология оказалась настолько эффективной, что впоследствии ее адаптировали и для других предметов. Но именно лак стал символом. Мебель, которую ты покупаешь за цену 2 бургеров, и при этом она служит годами. Удивительно, но даже спустя десятилетия и волны инфляции, лак так и остался по цене $9.99. Все из-за одной детали внутри, которую никто никогда не видит. Но это была не первая инженерная находка IKEA. Революция началась намного раньше, с одной пилы, багажника машины и нестандартного решения, которое изменило все. 50-е годы. Швеция. Маленький городок Альмхульт. Один из дизайнеров IKEA по имени Гиллис Лондгрен пытается погрузить стол в багажник своей машины. Стол не помещается. Он долго крутит, пробует по-другому, ничего не помогает. И вот в какой-то момент он достает пилу и отпиливает ножки. Стол тут же умещается в авто. И именно в этот момент рождается идея, которая изменит IKEA навсегда. До этого мебель всегда продавалась целиком. Сборка считалась делом профессионалов. Транспортировка была дорогой, хранение громоздким, а любой переезд — кошмаром. Но Лундгрен предложил перевернуть все с ног на голову, сделать так, чтобы мебель доставлялась в разобранном виде и собиралась дома самим покупателем. Это позволяло уменьшить объемы хранения, отказаться от дорогой доставки и, главное, сбить цену до минимума. Идея казалась рискованной. Могли ли люди сами собирать мебель? Поймут ли они, как прикрутить ножки? Но IKEA решилась. Первый продукт с новым подходом, стол с откручивающимися ножками, стал неожиданным хитом. Компания начала переделывать весь каталог. Каждый предмет тестировался. Можно ли его разобрать, упаковать в плоскую коробку и собрать заново? Если нет, его дорабатывали или убирали. Так родилась концепция Flat Pack – плоской упаковки. Сегодня она кажется очевидной, но в то время это была революция. IKEA не просто продавала мебель, она изменила само понятие мебели. Теперь шкаф или кровать становились чем-то, что ты можешь сам пронести, сам собрать и сам использовать. Это убрало посредников, уменьшило расходы на логистику и сделало продукцию доступной миллионам людей. Flatpack стал стандартом IKEA. Без него невозможно представить ни один магазин бренда. Он затронул даже дизайн. Теперь каждый предмет проектировался с учетом упаковки, сборки и транспорта. Это не просто мебель, это конструктор для взрослой жизни. Но плоская упаковка — это только половина дела. Чтобы сборка была реальной, IKEA предстояло решить другую задачу. Как сделать так, чтобы любой человек, даже без опыта, мог за полчаса собрать шкаф? Ответ оказался еще гениальнее. Когда IKEA перешла к плоской упаковке, она столкнулась с проблемой. Сборка мебели не должна быть головоломкой. Не каждый клиент был готов крутить шурупы и сверлить. Компании пришлось полностью переосмыслить конструкцию мебели, так чтобы человек без опыта, с простейшим инструментом, смог справиться самостоятельно. Первым решением стало упрощение геометрии. Мебель IKEA почти всегда прямоугольная, симметричная и логичная. Это не случайно.
Такая форма легче упаковывается, но главное, ее интуитивно понятнее собирать. Один из принципов: если панель выглядит одинаково с обеих сторон, значит, ты не можешь вставить ее неправильно. Но даже этого было недостаточно. Проблемой стали соединения. Если вам понравилось, как IKEA превращает мебель в конструкторы для взрослых, представьте, как мы можем сделать наш контент еще лучше с вашей поддержкой. Если у вас есть пара лишних долларов 99 центов, ссылка на донат в описании или QR-код на экране. Они точно не сломаются. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые идеи и вдохновения. Винты, болты и саморезы плохо держались в новых материалах, вроде ДСП и МДФ. И к тому же требовали сноровки. IKEA начала искать альтернативу, изучая десятки видов мебельных крепежей. Победил один — камлок, или эксцентриковая стяжка. Этот крепеж состоит из двух элементов — штифт и замок. Штифт вкручивается в одну деталь, другая панель надевается сверху, а потом в отверстие вставляется замок. Один поворот, и детали надежно стянуты. Без клея, без шурупов, без ошибок. Это гениальное упрощение сделало сборку доступной каждому. Важно, что IKEA не просто использовала камлок, она его доработала под свои нужды. Менялись размеры, форма, даже способ размещения в упаковке. Все ради того, чтобы человек не запутался и не ошибся. Вместе с этим изменилась и инструкция. Пошаговые картинки, без текста, чтобы подходило для всех стран и языков. Так IKEA сделала невозможное. Полностью передала процесс сборки клиенту, но при этом сократила ошибки, снизила возвраты и увеличила доверие. Люди чувствовали, что справились сами, и гордились этим. Но если камлок решал вопрос сборки, то был другой, куда более серьезный вызов. Натуральное дерево оказалось непредсказуемым врагом. И чтобы масштабировать производство, IKEA пришлось попрощаться с классическим материалом навсегда. Натуральное дерево — красивый, прочный и крайне непредсказуемый материал. Особенно если ты производишь миллионы единиц мебели в год. В условиях массового производства даже минимальные отклонения приводят к катастрофам. Отверстия не совпадают, панели не подгоняются, столы шатаются. Все потому, что дерево живет, меняется влажность воздуха, и оно деформируется. Расширяется, ссыхается, трескается. Для индивидуального мебельщика это поправимо. Но IKEA масштабировалась, и в такой ситуации древесина — враг. Компания искала материал, который будет стабильным, дешевым и универсальным. Решение пришло с неожиданной стороны, из остатков. Огромные горы опилок и стружки, остающиеся после работы на фабриках, стали сырьем. Их смешивали с клеем, прессовали в плоские панели и получали ДСП. Это была революция. Инженерное дерево, лишенное волокон и направлений, не реагировало на влажность, не деформировалось и стоило в разы дешевле. Но у нового материала был свой недостаток. Он не держал винты. Шуруп, вкрученный в ДСП, просто вырывался, превращая панель в пыль. Это ставило под угрозу всю систему сборки. IKEA начала эксперименты с крепежами, которые смогут работать с ДСП. Решение пришло в виде новых типов фурнитуры, специальных замков, шкантов и стяжек, созданных именно под этот материал. Так родился целый инженерный язык IKEA. Мебель проектировалась с учетом не красоты, а технологичности. Панели делались ровными и тонкими, края обрабатывались автоматами, отверстия сверлились с точностью до миллиметра. Все это позволяло добиться стандарта, при котором каждая упаковка как точная копия. Интересно, что даже внешний вид мебели теперь стал вторичным. Главное — стабильность, упаковка и легкость сборки. IKEA построила свои продуктовые линии не на дизайне, а на производственной логике. Но даже самый прочный материал не поможет, если покупатель не задержится в магазине. Следующий шаг IKEA был не про мебель, а про человеческую психологию. В обычном мебельном магазине ты заходишь, находишь нужную вещь, платишь и уходишь. IKEA сделала все наоборот. Здесь ты не просто покупаешь. Ты попадаешь в лабиринт, где каждая секция как отдельная комната твоей будущей жизни. Секрет кроется в уникальной планировке магазинов. Вместо прямых проходов и четких указателей IKEA создала маршрут, который ведет тебя через весь магазин по строго заданному пути. Он длинный, извилистый и намеренно запутанный. Это не ошибка, это продуманная стратегия. Психологи IKEA выяснили, когда человек теряет ощущение контроля над направлением, он начинает внимательнее смотреть по сторонам. Он задерживается у витрин, он замечает мелочи, и самое главное, он забывает, зачем вообще пришел. В результате из магазина он выходит с полным тележкой, а не только с лампой, за которой шел.
Этот подход получил неофициальное название «эффект IKEA». Ты не просто покупаешь мебель, ты проживаешь сценарий. Видишь, как она выглядит в готовом интерьере, ощущаешь, как будет в твоей спальне или на кухне. Это провоцирует эмоции, а эмоции провоцируют покупку. Даже расположение недорогих товаров в конце маршрута – не случайность. К тому моменту покупатель уже устал, расслабился и более склонен к спонтанным покупкам. Добавим сюда кафе с фрикадельками, мягкий свет и домашнюю атмосферу, и получим идеальную машину для увеличения среднего чека. Все это не просто дизайнерские решения, это четко просчитанный сценарий поведения, за которым стоит огромный массив данных, тестов и наблюдений. IKEA продает не мебель, она продает опыт, в который человек погружается сам, даже не подозревая об этом. Но чтобы все это работало, нужно было обеспечить бесперебойную поставку миллионов товаров. А для этого IKEA пришлось заключить неожиданный союз с одной из самых недооцененных стран Европы. До того, как IKEA стала глобальным брендом, в ее продукции активно использовалось настоящее дерево. Но с ростом масштабов компании дерево стало не столько символом качества, сколько источником бесконечных проблем. Все начиналось с хороших намерений. Массив дерева выглядел дорого, служил долго и воспринимался покупателями как настоящая мебель. Но с точки зрения производства это был кошмар. Во-первых, цена. Даже дешевые породы древесины резко взлетали в цене при любых сбоях в поставках. Во-вторых, вес. Мебель получалась тяжелой, неудобной для транспортировки и сборки. Но главная беда крылась в самой природе дерева. Натуральная древесина состоит из живых волокон. Она дышит, впитывает влагу, расширяется, трескается, коробится. Панели искривлялись, отверстия не совпадали, углы уходили, и в результате идеально просчитанная сборка превращалась в борьбу с несовместимыми деталями. IKEA начала терять деньги на логистике, на рекламациях, на браке. Решение пришло в виде engineered wood, инженерного дерева, созданного из отходов. То, что раньше выбрасывалось, стружка, опилки, обрезки, стало основой нового материала. Прессованные плиты на клеевой основе оказались стабильнее, легче и дешевле дерева в разы. Больше не было расширений, трещин или деформаций. Все стало предсказуемо и стандартизировано. IKEA перешла от естественного к индустриальному. Визуально продукция оставалась похожей на дерево, но под слоем шпона скрывался иной материал. Это не был обман, это была трансформация подхода. Вместо работы с природой компания стала работать с технологией. Но чтобы создать мебель из опилок, одной инженерии было мало. Нужно было решить, где и как производить миллионы этих панелей. Ответ нашли на востоке Европы, и он оказался неожиданно эффективным. Если дерево оказалось ненадежным, то следующий шаг IKEA был логичным – заменить его тем, что поддается контролю. Так появился ДСП – древесно-стружечная плита. Это не просто компромисс. Это основа всей инженерной философии IKEA. Первые эксперименты начались с простого – взять древесные отходы, добавить клей и под высоким давлением сформировать ровную плиту. Результат оказался поразительным. ДСП получалась легкой, стабильной по форме, дешевой и легко поддающейся обработке. Но главное, она идеально вписывалась в концепцию Flat Pack. С ней было проще стандартизировать размеры, подгонять соединения и делать инструкции максимально точными. Однако IKEA не просто закупала ДСП на рынке. Она пошла дальше и наладила производство собственных плит в Польше. Польские фабрики стали ядром цепочки поставок, потому что предлагали низкие затраты, высокую дисциплину и лояльность к нестандартным требованиям. IKEA вложилась в обучение местных инженеров, модернизацию оборудования и стандарты качества. В итоге получилась уникальная экосистема. Мебель проектировалась в Швеции, тестировалась в Германии, а производилась в Польше с контролем на каждом этапе. ДСП открыла еще одну важную возможность – интеграцию вторичной переработки. IKEA начала собирать древесные отходы не только со своих фабрик, но и от сторонних поставщиков. Это не только снижало себестоимость, но и формировало имидж компании, заботящейся об экологии. Плиты, созданные из мусора, превращались в стильную мебель, служащую годами. Но на этом пути возникла новая проблема. ДСП плохо дружила с обычной фурнитурой. Шурупы ломали структуру, сборка становилась ненадежной. Чтобы сделать ДСП рабочим материалом, IKEA предстояло изобрести совершенно новый способ соединения деталей. На первый взгляд кажется, что винт — это надежный способ соединить две детали. Но только не тогда, когда материал — это ДСП. Обычный шуруп буквально рвет его структуру.
Панель превращается в труху, особенно если выкрутить и снова закрутить крепеж хотя бы один раз. А если клиент что-то собрал неправильно, а потом попытался пересобрать, шансы на успех резко стремились к нулю. IKEA столкнулась с масштабной дилеммой. Материал дешевый и стабильный, но соединить его традиционными методами невозможно. Требовалось не просто заменить винты, а придумать новую философию крепежа, простую, надежную, легко объяснимую через картинку в инструкции. Начались эксперименты, в дело пошли пластиковые защелки, втулки, металлические стяжки, даже клеевые составы. Но решение пришло от уже существующего элемента — Camlock. Эксцентриковая стяжка оказалась идеальной. Она работала без шурупов, держала детали крепко и, главное, прощала ошибки. В комплекте с шкантами и заранее просверленными отверстиями Camlock превращал сборку мебели в интуитивно понятную процедуру. IKEA стандартизировала крепежи под свои плиты, обеспечив точную посадку каждого элемента. Появилась даже внутренняя методика проверки. Если при тестовой сборке за 40 минут не справляется неопытный студент, дизайн отправляется на доработку. Но компания не остановилась на достигнутом. IKEA начала инвестировать в собственную разработку фурнитуры. Были созданы уникальные формы замков, резьбы, фиксаторы, которых нет ни у кого. Цель была одна — минимизировать количество ошибок клиента и удешевить производство. Так IKEA превратила проблему крепления в конкурентное преимущество. Теперь сборка стала не стрессом, а частью удовольствия. Люди чувствовали себя инженерами, собирая мебель, и ценили продукт больше. Но один инженерный прием позволил IKEA сэкономить еще больше. И вдохновение для него пришло из природы. Когда перед инженерами IKEA встала задача создать максимально дешевый, но прочный стол, они поняли, важно не только из чего ты делаешь мебель, но и как ты распределяешь нагрузку. Все свелось к поиску формы, которая будет держать вес, но при этом требовать минимум материала. И тогда внимание привлекли соты, идеальная геометрия, взятая из природы. Шестигранник — не просто красивая фигура, это самая эффективная форма с точки зрения прочности и экономии. В пчелиных сотах каждая грань равномерно распределяет нагрузку, не создавая слабых мест. В строительстве и авиации сотовая структура давно применяется в панелях, стенах и корпусах для снижения веса без потери прочности. IKEA адаптировала эту идею в бумажном исполнении. Инженеры разработали машину, которая из рулонов переработанной бумаги формировала сотовую начинку. Эта структура вставлялась в раму из ДСП, а сверху и снизу наклеивались тонкие плиты. Получалась столешница, внешне неотличимая от массива, но внутри почти пустая. При этом она выдерживала сотни фунтов нагрузки. Благодаря шестиграннику IKEA смогла использовать в десятки раз меньше материала. Это снизило стоимость производства, вес товара и расходы на логистику. Более легкая мебель, меньше грузовиков, меньше затрат на перевозку, проще доставка клиенту. Каждая сэкономленная унция превращалась в доллары на масштабе. Внутри этой технологии не просто экономия, это точный инженерный расчет. Размер сот, плотность бумаги, клей, температура спайки — все выверено до доли миллиметра. А один сбой, и панель проваливается под весом. Но IKEA добилась идеального баланса. Однако в этой конструкции оставалась одна непростая часть — ножки. Их нельзя было сделать сотовыми. И чтобы довести идею до конца, инженерам пришлось найти способ убрать из ножек все лишнее, буквально оставить в них только воздух. Когда технология сотовой бумаги показала себя в столешницах, IKEA захотела использовать тот же принцип и в других элементах. Но ножки стола оказались особенно сложными. Проблема в их форме и нагрузке, на них приходится давление, удары, боковая вибрация. А сотовая структура внутри цилиндра или прямоугольного профиля работала плохо. Она деформировалась или разрушалась. Долгое время IKEA продолжала делать ножки из массива дерева. Но это шло вразрез с философией минимизации затрат. Ножка из массива весила в разы больше всей столешницы. Это увеличивало затраты на доставку, упаковку и производство. При том, что визуально она выглядела точно так же, как пустотелая. IKEA начала искать новый способ. Сначала были эксперименты с пластиком. Он легкий, дешевый, технологичный. Но пластик желтел со временем, терял внешний вид и отличался по цвету от остальной мебели. Это нарушало визуальное единство, на которое компания делала ставку. Решение пришло снова из инженерии. Тонкий каркас из ДСП, согнутый и склеенный вокруг двух деревянных брусков. Снаружи гладкая поверхность, внутри почти пустота. Это позволяло делать ножку, которая визуально не отличалась от прежней, но весила в несколько раз меньше.
Более того, процесс производства можно было почти полностью автоматизировать. Для этого IKEA совместно с польскими заводами разработала уникальное оборудование, машины, которые точно сгибали листы, наносили клей, оборачивали и формовали ножку за считанные секунды. Это позволило выпускать миллионы деталей в год с минимальным участием человека. Так IKEA довела до логического завершения свою концепцию. Каждый элемент мебели, от столешницы до ножки, стал максимально легким, дешевым, технологичным, но при этом сохранял внешний вид, прочность и узнаваемость. Однако все это инженерное волшебство было бы бессмысленным, если бы IKEA не нашла правильного производственного партнера. И такую страну она нашла не в Азии, а совсем рядом, в Восточной Европе. Ножка стола — один из самых незаметных элементов, но в масштабах IKEA она становится настоящим полем битвы за эффективность. Ведь если ты продаешь десятки миллионов столов в год, даже малейшая оптимизация экономит миллионы долларов. Ранние версии стола лак использовали ножки из цельного дерева. Они были простыми в производстве, прочными и визуально подходили к остальной конструкции. Но их вес и стоимость не вписывались в концепцию ультрадешевой мебели. Пластиковые варианты провалились, дешевый пластик менял цвет со временем, деформировался и выглядел слишком дешево на фоне стильно оформленного верха. Решение нашлось в компромиссе. Вместо того, чтобы делать ножку сплошной, инженеры IKEA предложили собрать ее из почти пустого прямоугольного канала. Два деревянных бруска устанавливались в торцы для крепления, а между ними ничего не было. Поверх этого каркаса наклеивался тонкий лист ДСП, согнутый под углом, так что внешне ножка казалась цельной. Технология требовала точности. Тонкий лист не должен был трескаться, клей не должен просачиваться наружу, а углы оставаться идеально прямыми. Вручную такое производить было сложно и медленно. Тогда IKEA обратилась к своим партнерам в Польше, и вместе они разработали автоматическую линию, которая формировала, приклеивала и выдавала готовые ножки с минимальным вмешательством. Новая конструкция была почти невесомой, но сохраняла достаточную прочность для повседневного использования. Более того, она позволила сэкономить на логистике, упаковке и даже на креплениях. Такие ножки легче прикручивались к сотовой столешнице, не деформируя ее. Каждая унция сэкономленного материала — это $1000 на масштабе. И такие ножки стали еще одним невидимым фактором успеха IKEA. Но все это было бы невозможно без страны, ставшей для IKEA производственным сердцем Европы. Когда IKEA начала стремительно расширяться в Европе, перед ней встал логичный вопрос: где производить всю эту мебель? Страны Западной Европы были слишком дорогими, Азия слишком далекой. И тогда выбор пал на Польшу, страну, которая в середине 20 века только восстанавливалась после войны, но имела развитую деревообработку и дешевую рабочую силу. Первые партнерства IKEA с польскими фабриками начались в 60-х. Это были небольшие производства, ориентированные на местный рынок. Но IKEA увидела в них потенциал и начала активно инвестировать в их развитие. Вместе с шведскими инженерами модернизировали оборудование, внедряли стандарты, обучали персонал. Польша предложила то, что IKEA искала: огромные лесные ресурсы, низкие издержки, дисциплинированную рабочую силу и географическую близость к ключевым рынкам. С течением времени польские заводы стали производить не только компоненты, но и целые продукты IKEA, от столов до шкафов. К началу 2000-х Польша стала крупнейшим производственным хабом IKEA в мире. Более половины всей мебели бренда собирается именно там. Компания построила логистические центры, автоматизированные склады и даже собственные учебные центры подготовки кадров. Кроме экономии, Польша дала IKEA гибкость. Любые изменения в дизайне, производстве или упаковке внедрялись быстрее, чем в азиатских странах. Коммуникация шла напрямую, без языкового и культурного барьера. Это дало IKEA преимущество в скорости обновления ассортимента и реагировании на тренды. Однако сама эффективность — это не просто география, это еще и стандарты. И чтобы делать мебель дешево, IKEA придумала уникальную формулу, как формировать цену еще до того, как создана вещь. В IKEA все начинается не с дизайна, не с чертежа и даже не с анализа потребителя. Все начинается с цены. Когда принимается решение о выпуске нового продукта, первым вопросом становится: сколько он должен стоить на полке? Если цель — сделать стол за $9.99, значит, все остальное подгоняется под эту цифру. Материалы, упаковка, логистика, даже количество винтов в коробке. Этот подход кардинально отличается от классического.
Обычно дизайнер создает продукт, рассчитывает себестоимость, добавляет наценку и получает цену. В IKEA все наоборот. Команда получает четкую задачу – создать, например, книжную полку, которая должна стоить $19. Все, не 20, не 21, 19 и не центом больше. Так появляется особая логика проектирования. Дизайнеры сразу отказываются от лишних элементов, фурнитуры, дорогих покрытий. Ищут самые дешевые варианты материалов, учитывают, сколько листов ДСП уйдет на одну единицу. Проверяют, сколько коробок влезет на поддон и сколько поддонов в фуру. Все подчинено одной цели – уложиться в ту самую цену. Это жесткое ограничение делает IKEA особенно креативной. Например, ради экономии 1 цента с упаковки могут уменьшить высоту стола на полдюйма, чтобы в грузовик влезло на 8 штук больше. Или переработать конструкцию, чтобы убрать один крепежный элемент, который стоит доли цента, но умножается на миллионы изделий. В итоге продукт, который вы видите в магазине, это не просто мебель. Это результат сложных расчетов, компромиссов и точного баланса между стоимостью, дизайном и удобством. И чтобы все это работало как часы, IKEA довела до совершенства миллиметровую точность в деталях. 1 миллиметр, иногда даже меньше. Именно такие допуски стоят за каждой панелью IKEA. Потому что в массовом производстве даже малейшее отклонение становится лавиной проблем. Шуруп не попадает в отверстие, панель не стыкуется, угол не сходится, возвраты, жалобы, потери. Чтобы этого избежать, IKEA сделала ставку на стандартизацию на всех уровнях. Каждая фабрика, работающая с IKEA, обязана соблюдать жесткие параметры. Толщина плиты, размер отверстий, расположение креплений – все должно быть одинаковым вплоть до доли миллиметра. Специальные калибры проверяют оборудование, а каждая партия продукции проходит контроль точности. Но важна не только точность, а повторяемость. IKEA требует, чтобы каждая деталь, произведенная сегодня, идеально подходила к детали, сделанной 3 года назад. Это обеспечивает заменяемость компонентов, снижает количество брака и упрощает логистику. Даже упаковка стандартизирована. Есть четкие размеры коробок, рассчитанные под европоддоны и контейнеры. В результате на складе не нужно играть в тетрис, а грузовик всегда загружается с максимальной плотностью. Такой уровень стандартизации дает эффект масштаба. IKEA может производить сотни тысяч однотипных деталей на разных континентах и быть уверенной, что они совместимы. Это сокращает количество артикулов, удешевляет хранение и ускоряет производство. Но есть еще один компонент, который напрямую влияет на себестоимость – количество мелких деталей, которые идут в комплекте. И тут IKEA ввела свое негласное правило – не больше, чем нужно. И обязательно одинаково во всех коробках. Если ты когда-либо собирал мебель IKEA, ты наверняка замечал, винтов и крепежей всегда ровно столько, сколько нужно. Почти никогда нет лишних, но и нехватки не бывает. Это не случайность. Это строгий инженерный расчет, стоящий за каждым комплектом. В IKEA работает целая команда, отвечающая за пакетирование фурнитуры. Их задача – оптимизировать количество, вес, упаковку и даже размещение винтов в коробке. Например, если можно заменить 3 винта одним длинным, это делают. Если 2 разных шурупа можно заменить одним универсальным, его стандартизируют. Главный принцип – минимизация. Меньше винтов, быстрее сборка, ниже вес, проще упаковка. При этом надежность конструкции не должна пострадать. Поэтому каждый новый продукт проходит сборку и разборку десятки раз, прежде чем попадет в каталог. Кроме того, фурнитура стандартизируется по линейке продуктов. Один и тот же винт может использоваться в разных столах, полках и тумбах. Это снижает затраты на закупку, хранение и логистику. В результате IKEA может закупать фурнитуру миллионами единиц, получая скидки и гарантированное качество. Даже упаковка этих винтов продумана до мелочей. Маленькие пакеты, иногда с маркировкой по шагам, укладываются в коробку строго в определенное место, чтобы не повредить панели при транспортировке и чтобы покупатель нашел все с первого взгляда. Но сколько бы ни было винтов, все это теряет смысл, если покупатель не понимает, что с ними делать. И именно поэтому IKEA сделала ставку на одну из самых простых и гениальных вещей в своей системе – инструкцию без слов. В 1918 году на выставке в Милане была представлена революционная мебель, которая произвела фурор среди дизайнеров и покупателей. Сложные геометрические формы и неожиданные материалы в сочетании с функциональностью стали основой нового направления в дизайне мебели. С тех пор эта тенденция только усиливается.
Сегодня мебельные компании внедряют инновационные технологии, такие как использование экологически чистых материалов, автоматизация процессов производства и адаптация дизайна к потребностям пользователей. В последние годы стали популярны умные мебельные решения, которые интегрируют в себя технологии, упрощающие жизнь. Например, столы и стулья с встроенными беспроводными зарядными устройствами, системы управления освещением и даже устройства для очистки воздуха. Такие innovations создают не только удобство, но и придают современный вид интерьеру. Мебель становится не просто предметом обстановки, а частью системы, которая улучшает качество жизни. Платформы для онлайн-дизайна позволяют клиентам самим создавать уникальные предметы мебели, подбирая цвет, форму и материалы. Эта возможность открывает новые горизонты для творчества и персонализации. Люди больше не хотят стандартных решений, они ищут индивидуальность и уникальность в каждом элементе интерьера. Технологический прогресс также изменил способ производства мебели. На фабриках стали использовать роботизированные установки, которые сокращают время на изготовление и повышают точность деталей. Это позволяет производить мебель более эффективно и с меньшими затратами. В результате компании могут предлагать своим клиентам более доступные цены при сохранении высоких стандартов качества. Клиенты становятся все более осведомленными и требовательными. Психология покупок в больших магазинах мебели меняется. Исследования показывают, что покупателям важен не только внешний вид, но и история каждого предмета. Они хотят знать, как и из каких материалов была изготовлена мебель, какой вклад она вносит в экологию. Бренды, которые акцентируют внимание на устойчивом производстве, становятся более привлекательными для современных потребителей. На фоне этих изменений интерьерные тренды также эволюционируют. Функциональность и эстетика переплетаются, создавая гармоничное пространство. Дизайнеры ищут вдохновение в природе, и это проявляется в использовании природных цветов и текстур, таких как дерево, камень и текстиль. С каждым годом возрастает интерес к многофункциональной мебели, которая легко трансформируется и адаптируется под разные нужды пользователей. Таким образом, инновации в дизайне мебели становятся неотъемлемой частью жизни современного человека. Они не только удовлетворяют потребности, но и создают новые возможности для самовыражения и удобства. Инновации меняют восприятие мебели, превращая ее из простого предмета в важный элемент жизни. Покупатели, входя в крупные мебельные магазины, сразу погружаются в атмосферу красок и форм. Яркие цвета, уникальные текстуры и тщательно продуманные экспозиции создают визуальный поток, который вовлекает в процесс. На пути к выставочным стендам оказывается большая зона отдыха с уютным диваном, окруженным стильными креслами и оригинальными столиками. Здесь многие останавливаются, делают фотографии и делятся впечатлениями в социальных сетях, что становится частью маркетинговой стратегии магазина, превращающей покупки в события. Каждый элемент пространства создан с учетом психологии покупок. Исследования доказали, что свет и музыка могут влиять на настроение и поведение клиентов. В этом магазине выбрано мягкое освещение для моделей и приятная фоновая музыка, создающая комфортную обстановку. Ирина, одна из покупателей, начинает ощущать, как желание сделать покупку нарастает. Она осматривает выставочные стенды, обращая внимание на детали, и замечает, как к ней присоединяются другие покупатели. Персонал магазина внимательно следит за поведением клиентов. Сотрудники фиксируют задержки возле определенных моделей и незаметно подходят с предложениями. Информация о скидках и акциях распространяется быстро, подстегивая покупателей к принятию решений. Ирина начинает представлять, как новый диван изменит ее дом и повседневную жизнь. Внезапно она сталкивается с проблемой выбора. Диван, который ей нравится, слишком дорог, и она начинает искать альтернативы. В магазине стартует акция «Купи один, получи второй со скидкой», усиливающая чувство срочности. Ирина понимает, что нужно решать быстро, иначе она упустит шанс. Наступает внутреннее напряжение, и сосредоточиться становится все сложнее. Тем временем другие покупатели также находятся под воздействием психологических приемов. В углу группы обсуждают преимущества одного из диванов, превращая разговор в спонтанное рекламное представление. Это создает ощущение популярности товара, и многие начинают активно его рекламировать друг другу. Раздается громкий звук, система объявлений информирует о вскоре начинающейся распродаже. Это сообщение вызывает ажиотаж, люди сбиваются в группы, обсуждая свои планы на покупки. Ирина оказывается в круговороте эмоций, которые призваны подстегнуть к действию, но лишь запутывают ее.
Она осознает, что попала в ловушку маркетинговых стратегий. Каждая деталь, от освещения до музыки, от акций до обсуждений, превращает процесс покупки в игру. Ирина понимает, что окружающие ее люди также являются частью этого спектакля, и это открытие заставляет ее остановиться и переосмыслить свои желания. В это время, пока Ирина размышляла о своих желаниях в магазине, на фабриках производители мебели внедряли новые технологии, меняющие процесс производства. Роботизированные линии и автоматизированные системы стали стандартом, сокращая время на изготовление мебели. Сложные детали теперь изготавливались с высокой точностью, что снижало количество отходов и повышало эффективность. Модельный ряд, который раньше формировался вручную, теперь разрабатывался с помощью программного обеспечения для трехмерного моделирования. Дизайнеры могли визуализировать идеи, вносить изменения и тестировать различные варианты, прежде чем переходить к производству. Это позволяло создавать уникальные и современные предметы мебели, отвечающие требованиям рынка. На одной из фабрик в Восточной Европе менеджер по производству Сергей наблюдал за работой новых машин. Он видел, как роботизированные руки собирают шкафы всего за несколько минут, тогда как раньше на это уходили часы. Новые технологии не только увеличивали скорость, но и улучшали качество. Каждая деталь системы проходила тестирование на прочность и долговечность, что снижало количество возвратов и увеличивало удовлетворенность клиентов. Тем временем Ирина продолжала колебаться между вариантами в магазине. Она заметила, что некоторые модели были отмечены значком, указывающим на их производство с использованием экологически чистых технологий. Это привлекло ее внимание, и она решила узнать больше. Консультант магазина объяснил, как не только дизайн, но и сам процесс производства стал более устойчивым и ориентированным на экологию. На фабриках начали внедрять принтеры для трехмерной печати, позволяя создавать детали мебели, которые невозможно было произвести традиционными методами. Это открывало новые горизонты для дизайнеров, которые могли экспериментировать с формами и материалами, создавая уникальные решения для современных запросов потребителей. Ирина заметила, как другие покупатели стали более заинтересованными в деталях. Люди задавали вопросы о материалах, из которых изготовлены диваны и столы, и о технологиях, использовавшихся для их производства. Она осознала, что тоже хочет знать больше. В ее голове возникла мысль, что уникальная мебель сможет не только украсить квартиру, но и стать частью ее личной истории. Вскоре к ней подошел другой консультант, предлагая обсудить, как технологии и инновации изменили производственный процесс. Обсуждение касалось не только функциональности, но и того, как новые направления в производстве отражают предпочтения современного покупателя. Это усилило ее интерес, но добавило неопределенности. Теперь ей нужно было не только выбрать мебель, но и решить, какую историю она хочет рассказать через свои покупки. Борьба между желанием и ожиданиями становилась все более напряженной. Ирина понимала, что ее выбор определит не только ее пространство, но и отношение к окружающему миру, который становится все более технологичным. Ирина стояла в магазине, изучая витрину с необычными упаковками. Каждая коробка была изготовлена с акцентом на детали. Яркие цвета, оригинальные формы и экологически чистые материалы сразу привлекли ее внимание. Подойдя ближе, она заметила, что каждая упаковка отражает философию компании, делая акцент на устойчивом производстве и дизайне. Консультант, который ранее общался с Ириной, снова подошел к ней. «Упаковка — это не просто защита товара, а стратегия привлечения покупателей», — пояснил он. Он объяснил, что упаковка должна вызывать положительные эмоции и желание приобрести продукт. Ирина заинтересовалась, осознавая, что упаковка действительно может влиять на ее решение о покупке. Консультант рассказал о процессе разработки упаковки. Команда дизайнеров анализирует поведение клиентов, выбирая цвета, формы и текстуры, которые создают привлекательный внешний вид. Ирина была удивлена, что такой элемент, как упаковка, способен оказывать столь сильное воздействие на покупателей. Сравнивая упаковки, она заметила, что некоторые из них использовали переработанные материалы. Это вызвало уважение к компании и желание поддержать ее подход. Консультант заметил ее интерес и предложил перейти к обсуждению моделей, которые она рассматривает. Он объяснил, как упаковка защищает мебель при транспортировке и облегчает распаковку, что позволяет сразу оценить качество. Напряжение нарастало. Эта информация стала ключевой для ее выбора. Ирина запросила детали о том, как упаковка помогает сохранить целостность товара и облегчает установку. Каждое новое откровение укрепляло ее желание приобрести именно эту мебель.
В этот момент в магазин вошла группа покупателей, обсуждающих свои покупки. Их энтузиазм привел Ирину к осознанию, что упаковка и дизайн формируют не только внешний вид мебели, но и создают целый опыт для покупателя. Она поняла, что процесс выбора стал не просто выбором мебели, а шагом к более осознанным покупкам. Внутренние противоречия достигли пика. Ирина стояла между желанием поддержать устойчивый бизнес и сомнениями в своем выборе. Ответственность за покупку обострилась, и теперь она чувствовала готовность сделать решительный шаг. Она выбрала упаковку одной из моделей, которая произвела на нее впечатление, и полной уверенности направилась к кассе. Ее выбор определял не только интерьер квартиры, но и отношение к окружающему миру, который становится все более экологически осознанным. Ирина стояла у кассы, держа в руках упаковку выбранного дивана. Внутри нее смешивались удовлетворение и волнение. Она осознавала, что эта покупка не просто новый предмет мебели, а шаг к более осознанному образу жизни. Устойчивый подход компании, использование экологически чистых материалов и современный дизайн вдохновляли ее. Когда она вышла из магазина, ее мысли были сосредоточены на том, как новый диван украсит ее квартиру. Модель, которую она выбрала, была выполнена из переработанного текстиля в нежном пастельном оттенке. Ирина представляла себе, как этот диван станет центром семейных встреч и уютных вечеров с друзьями. Проходя мимо других магазинов, она заметила, как мебельные тренды стремительно меняются. В витринах появлялись новые коллекции, сочетавшие практичность и элегантность. Дизайнеры акцентировали внимание на деталях, текстурах, цветах и формах. Ирина поняла, что современная мебель должна быть не только функциональной, но и гармонично вписываться в пространство, в котором она живет. Вернувшись домой, она с нетерпением распаковала диван. Процесс оказался увлекательным, упаковка была продуманной, каждая деталь была защищена, а инструкции по установке оказались ясными. Ирина быстро собрала диван и расставила его в гостиной, наслаждаясь его внешним видом и комфортом. Он стал стильным акцентом в интерьере, дополнив другие элементы, деревянный журнальный столик и мягкие текстильные подушки. Соседи и друзья, приходя в гости, восхищались ее выбором. Они отмечали, как диван гармонично вписывается в интерьер и придает комнате свежий вид. Ирина с гордостью рассказывала о том, как ее покупка поддерживает экологически чистые практики, соответствуя современным трендам в дизайне. Вскоре после этого Ирина решила продолжить преобразовывать свое пространство. Если вам тоже понравилось, как Ирина преобразила свое пространство, не стесняйтесь подписываться на наш канал. Вместе мы сделаем ваш интерьер еще более стильным. А если хотите поддержать наше творчество, загляните по ссылке в описании или наведите камеру на QR-код на экране. Ведь хорошая мебель — это не только про удобство, но и про здоровье вашего кошелька. Она начала искать другие предметы мебели, придерживаясь тех же принципов сочетания функциональности и эстетики. Каждая новая покупка становилась частью ее личной истории, отражая стремление к устойчивости и стилю. Ирина понимала, что ее выбор влияет не только на ее жизнь, но и на окружающий мир. Поддерживая бренды с экологически чистыми подходами, она способствовала положительным изменениям в индустрии мебели. Каждый предмет, который она выбирала, становился не просто частью ее дома, а вкладом в будущее, где функциональность и эстетика сосуществуют в гармонии. Таким образом, Ирина не только обновила свой интерьер, но и вдохновила окружающих следовать ее примеру. Ее история стала примером того, как осознанный выбор может изменить не только личное пространство, но и внести вклад в благополучие планеты.